Привет! Это невероятно атмосферная диорама. Я подробно покажу, как сделать ее с нуля. Расскажу, как пользоваться сухими пигментами и для чего они нужны. Для этой диорамы я использовал деревья, подробно про которые рассказывал в прошлом видео. В очередной раз покажу, как сделать реалистичную поверхность воды и скалу из пенопласта. Очень часто спрашивают про фигурки людей. Я их покупаю на Амазоне у компании Прайса. Также фигурки выпускают компании Noh и Woodland Scenics. Дальше уже смотрите сами. Они отличаются по цене и по детализации. Любая работа начинается с планирования и основания. Основание диорамы я делаю из пеноплекса, по сути тот же пенопласт, только плотнее. Для ровной нарезки использую термостанок Proxon. Степень прорисовки эскиза макета может быть любая, но я ограничиваюсь лишь основными элементами и примерным их положением. Этого хватает, чтобы спланировать работу и продумать, из чего и как я буду делать объекты. Пеноплекс склеиваю термоклеем, он быстро сохнет и соединение получается очень прочное. Для первичного формирования ландшафта использую нож. На этом этапе намечаю будущий берег озера. Дополнительных деталей не требуется. Отдельно вырезаю кусок выпирающей скалы. Сначала намечаю форму, а потом создаю текстуру срезанием и вырыванием кусочков пенопласта. На макете также планируются небольшие каменные поверхности. Для экономии времени я использую покупные резиновые формы. Заливаю гипс и оставляю сохнуть на сутки. Готовые кусочки размещаю по всему макету в тех местах, где мне кажется более уместным. Из обрезков на одном из участков решил сделать небольшой холм. Для создания единой поверхности земли и скрепления всех элементов я по-прежнему использую Sculpta-Mold. Сухая смесь разводится небольшим количеством воды. С материалом легко работать, и он в процессе высыхания не дает усадки. После высыхания диорама приобретает немного веса и необходимую жесткость всего основания. С материалом будет проще работать, если постоянно смачивать руки водой, тогда он не будет липнуть и сохнуть, а будет более податливый. Все скальные поверхности крашу в основной цвет светло-серый, красками Vallejo. Использую побольше воды, чтобы на гипсовых камнях просвечивал гипс, что добавит реалистичности внешнему виду. Как только краска подсохнет, я добавляю коричневый, разбавленный в большом количестве воды, чтобы при нанесении краска неравномерно стекала и образовывала неоднородную поверхность. Салфетку использую для подсушивания и удаления излишков краски. То же самое повторяю и на остальных участках скальных поверхностей. Для сколов и расщелин использую темно-коричневый. Эти мелочи помогают создать необходимый объем. Поверхность большой скалы слишком плоская, и поэтому я добавляю немного темно-серого в центре, а края растушевываю салфеткой. Продолжаю процесс работы с деталями, постепенно добавляя больше деталей. Чтобы результат был более реалистичным, желательно где-то перед глазами иметь реальную фотографию объектов.
Дно озера крашу в 3 цвета. Темно-синий цвет будет у края диорамы, там будет самое глубокое место. Светло-бирюзовый цвет дна озера составит основу и даст необходимый цвет эпоксидной смоле. Пока дно сохнет, можно завершить работу со скалами и белой краской сухой кистью покрасить все грани. Этот этап добавляет необходимого объема и реалистичности. У самого берега дно крашу в песочный цвет, желто-коричневый. Все подсохло. С помощью аэрографа делаю переходы от одного цвета в другой более плавными. На фотографиях, которые я подбирал в качестве референсов, есть плоские камни у берега. У меня не было таких, и я решил сделать их из гипса. На небольшой плоский поднос наливаю гипса, и после высыхания разбиваю пластину на мелкие кусочки. Все эти кусочки вместе с камнями, найденными на речке, я приклеиваю у берега озера на густой клей Tide Bond. Этот клей не растекается и сохнет быстрее, чем тот же ПВА, но дает возможность внести корректировки, если это требуется. Все приклеенные камни крашу в основной светло-серый цвет. После покраски одним цветом поверхность камней становится плоской. Чтобы это исправить и добавить объем, нужно имитировать свет и тень. Тень я создаю добавлением темного цвета. А свет имитирую сухой кистью белой краской, прокрашивая грани. На улице собрал земли для имитации крутых склонов. Перед использованием земли ее надо подготовить. Для этого я сначала перебираю ее, удаляя весь мусор и корни. Обязательно работайте в перчатках, земля жутко воняет. И скорее всего в ней куча опасных микробов. И поэтому землю я подвергаю температурной обработке в духовке на максимальной температуре в течение 20-30 минут. Неприятный запах уходит и остается только просеять ее, удалив мелкую пыль. Цвет земли я меняю с помощью затирки для швов. Землю приклеиваю на жидкий клей от компании NOH. Просто засыпаю поверх клея необходимое количество земли. И пока она сохнет, приступаю к нанесению песка. Песок использую мелкий, собранный у реки с последующей температурной обработкой. Дополнительно добавляю еще деталей, небольшие камни у берега и подкрашиваю землю коричневым. После высыхания все нужно хорошенько закрепить. Для этого я использую Scenic Cement от Woodland Scenics. Также этот закрепитель можно изготовить самому. Рецепт приготовления есть в моем прошлом видео. Приклеиваю покупные заросли рогоза от компании GTT Scenery Product. Небольшой пирс собираю вручную с нуля из дерева. В процессе сборки нет ничего сложного, просто ориентируюсь на реальные фотографии. Пирс должен быть по задумке старый. Для этого некоторые доски намеренно ломаю и сильно разбавленной краской меняю цвет пирса на темный.
пирс готов, и после примерки замечаю, что требуется немного нарастить грунт. Используя скалптомолд, это будет совсем несложно. Развожу его с водой и наращиваю необходимую высоту, таким образом, чтобы пирс получил дополнительную опору. Пока скалптомолд сохнет, я подготавливаю основу для травы. Использую Fine Turf от Woodland Scenics. Закрепляю клеем Scenic Cement. Скалптомолд подсох, и пирс можно пока убрать, чтобы довести до ума берег и сам пирс. Крашу белые участки в коричневый и сверху посыпаю Fine торфом цвета земли. Сухой пигмент от Vallejo я использую для имитации грязи и долгого воздействия воды на дерево. Для закрепления пигмента на поверхности модели я буду использовать Pigment Binder. Работать с сухим пигментом очень просто. Разные цвета можно смешивать для получения необходимых оттенков. Кистью обильно наношу сухой пигмент на пирс. Мне требуется, чтобы пигмент заполнил мелкие щели и подкрасил дерево в целом. Под воздействием влаги дерево темнеет, и тот же эффект я стараюсь воспроизвести и на макете пирса. Светлым пигментом я прокрашиваю отдельные участки. Для усиления детализации я решил добавить крепежа на доски. Сверлю по 2 отверстия в каждой доске и пинцетом вставляю миниатюрный гвоздик. Работа кропотливая, но результат будет интересный. Шляпки крашу черным металликом. Пирс готов, и я начинаю финальную подготовку берега. В этот раз я использую смесь пигментов, разведенную пигмент-байндером. Тонирую полосу у берега и место под пирсом. Еще одна деталь – это открытые корни деревьев на склоне берега. Сами корни выкопал на улице, помыл и почистил. Приклеиваю подходящие варианты суперклеем. Много времени уходит на мелкие детали, но в итоге они очень заметно дополняют создаваемый образ. На диораму вылито уже много клея-закрепителя, и новые слои клея для удержания новых деталей будут плохо впитываться. Чтобы этого избежать, я сначала смачиваю поверхность спиртом, а потом уже применяю клей-закрепитель. Время заливать озеро эпоксидкой. Закрываю одну сторону оргстеклом, закрепляю его струбциной и места стыков промазываю герметиком. Для дополнительных деталей время всегда найдется. Эпоксидную смолу я немного подкрашу жидким пигментом синего цвета от Woodland Scenics. Достаточно пары капель, чтобы дать небольшой тон. Эпоксидку я всегда заливаю в несколько слоев. Это позволяет контролировать возможные протечки и управлять цветом водоема, добавляя больше или меньше красящего пигмента. Оргстекло уже приклеилось к эпоксидке, и струбцины можно снять. Заливаю последний слой, и пока он сохнет, я приступаю к приклеиванию отдельных пучков травы от немецкой компании Mini Natur. Сухим пигментом дополнительно местами тонирую берег озера. Это максимально творческий процесс, и добавление таких деталей больше зависит от воображения, видения цельной картины и насмотренности реальных объектов.
Чтобы закрепить пигмент, использую биндер. Излишки убираю салфеткой. Время флока. Для приклеивания флока я использую флокатор. Очень нужная вещь, если хотите, чтобы травинки были именно посажены, а не навалены как сено. Застилаю стол пленкой, чтобы неприклеенный флок было легче собрать. Сначала буду приклеивать флок высотой 4,5 мм от компании Mininatur. Процесс несложный, наношу клей и вытряхиваю флок. Травинки за счет электричества становятся вертикально. Убираю лишний флок. Пригодится для повторного использования. Флок смотрится слишком идеально. Пока клей не засох, я навожу небольшой беспорядок. Как только клей высох, диораму можно перевернуть и стряхнуть оставшийся неприклеенный флок. Следующим этапом я приклеиваю флок высотой 2 мм. Это немного разнообразит внешний вид и получится эффект неоднородности. Еще один интересный материал от Woodland Phoenix – это bushes, которые имитируют небольшие кусты. Круто смотрятся и легко использовать. Просто кладу их сверху, потом смачиваю спиртом, чтобы клей легко проникал до основания диорамы и скреплял все вместе. На диораме будет много деревьев, и дополнительная детализация в виде опавшей коры и прочей мелкой древесины не помешает. Использую для этого реальную кору, перемолотую в блендере. Перед тем как приклеить деревья, мне нужно залить всю диораму закрепительным клеем из спрея, но перед этим этапом я сначала просверлю дырки для каждого дерева. Деревья я уберу и на место каждого поставлю флажок с номером, который будет присвоен дереву. Сначала опрыскиваю диораму спиртом для лучшей впитываемости, а потом опрыскиваю закрепителем Scenic Cement. После этого уже ни одна мелкая деталь не упадет с диорамы, все прочно склеится. Пока диорама сохнет, я приступаю к созданию спасательного круга и столба для него, который закреплю у пирса. Процесс создания столбика совсем не сложный. Для создания эффекта воздействия влаги на дерево я использую сухой пигмент. В этот раз закрепляю его не биндером, а растворителем для аэрографа. А вот спасательный круг я напечатал на 3D принтере и покрасил его в ярко-красный праймер от Валеха. Круг получился как новый. Чтобы его состарить, я использую кусочек поролона и белую краску. Бежевым пигментом имитирую пыль и потертость. Круг и столб готовы, а тем временем диорама высохла и пришло время приклеить деревья согласно их номерам.
Не люблю слишком идеальные пейзажи, пара кустиков просто необходимы для дополнительной детализации. Самая крутая часть – это создание реалистичной поверхности воды. Для этого я буду использовать материал Water Ripples. Жесткой кистью наношу этот материал на поверхность эпоксидки. Материал по консистенции как желе и постоянно растекается, но сейчас главное именно нанести Water Ripples на поверхность. Для создания мелкой ряби я использую небольшой кусочек пенопласта. Вот таким нехитрым движением я создаю эффект мелких волн или ряби. Оставляю это сохнуть. Смотрите дальше, и я расскажу, как сделать небольшую магию и добиться суперреалистичной поверхности воды. Как же я люблю детали, тут важно все. Диорама – это как небольшой кусочек жизни, как фотография момента. Волны высохли, и они слишком острые и резкие, как при сильном ветре. Чтобы убрать этот эффект и сделать все намного плавнее, я использую материал Realistic Water. Это какая-то готовая смесь типа эпоксидки, которая не требует смешивания. Совсем немного выливаю ее на поверхность и размазываю по всему озеру тонким слоем. Сначала она имеет голубой цвет, но после высыхания станет совершенно прозрачной. Лодка. Для начала ее надо подготовить, а именно сделать бэушной. Добиваюсь эффекта потертости с помощью пигментов, закрепляю финером. Лодочный мотор крашу в два цвета и в конце заливаю его лаком. У рыбаков должны быть удочки. Делаю их из тонкой проволоки, обмотанной бумагой. Такой вариант проволоки легко поддается покраске. Интересный способ создания лески. Делаю ее из термоклея. Получается в меру гибкая и прочная, а также подходящей толщины леска. Расставляю рыбаков по диораме. По задумке рыбаки приехали на машине, и у меня есть такая, но она слишком уж чистая. Чтобы сделать ее пыльной, я использую сухой пигмент, а для более крупных пятен грязи использую краску, которую наношу кусочком поролона по всей машине. Результатом я остался доволен и сразу же приклеиваю машину на заготовленное место. Диорама готова. Отдельно для нее я заказал деревянную рамку и колпак из оргстекла. Если вы досмотрели до конца, то уверен, вы остались довольны процессом. Всем спасибо, а я пошел снимать дальше.